Итак, всем привет! Сегодня хочу я вам рассказать, показать, как сделал, вернее, как можно сделать из обычного гравера китайского мини-фрезер. Вот. Об этом я задумался уже давно. Сначала, первое, я приобрел фрезер, вот он обычный китайский фрезер. Вот. А когда купил гравер, разглядев его, понял, что если на него сделать подошву, подставку, полозья, как их, штанги и так далее, то получится вполне полноценный фрезер. Но только это не это сейчас вступление немного. Саму платформу я покажу чуть позже вам. Вот. Сначала я полез, понятно, что в интернет, как все это делают, на YouTube и так далее. Первым делом, понятно, что по запросу выдается вот такой вот локатор. Много видео с этим локатором. Хорошая штука, конечно, в плане того, что фон выбирать там, когда нужно и так далее. Но меня смутило, сейчас я расскажу немножко, как я его доработал. Вот, меня смутило то, что не понравилось, вернее мне, что у него диаметр подошвы 6 сантиметров всего. И то есть, если, например, мы вырезаем что-то большое, вот, адресную табличку или что-то, и между буквами, например, расстояние большое, больше 6 сантиметров, да даже больше 3, он заваливается на бок, и удержать его ровно невозможно. И поэтому я прикрутил сюда пластину, сделал подошву больше на 2 болтика. И еще я сделал сюда фонарик для подсветки рабочей зоны, потому что в нем очень темно, не видно, даже плохо рисунок смотрится, просматривается. Вот. А фонарик, короче, я примудрил, тут отверстие оно и было, просто немножко пришлось там ножом поработать, расшарошил. И все, и вставляется фонарик 100-рублевый китайский, который не жалко. Он нормально вставляется, плотненько. Здесь засверлил 2 дырочки, отверстия, вернее, не дырочки, на 4. Дальше чуть-чуть сверлом углубился на 6, чтобы шляпки провалились. Когда все это затянул, отшлифовал подошву. То есть она у меня не цепляется, она у меня работает, все нормально. Вот. Но меня смущало теперь в нем что? В том, что обзор рабочей площадки вот этой вот маленький очень. И когда наоборот мелкое что-то делаешь, то путаешься, куда вести фрезу. Потому что с линии на линию перебегаешь, а получается что? Один раз закосячил, заготовку выбрось. Все. Если там в букве, например, перегородку какую-то стер, то это уже все, косяк. Тем более, если делаешь кому-то на заказ. Мне нужна была рабочая площадка больше. Именно вот эта вот внутренняя часть. И поэтому я задумался сделать уже как полноценную приставку для него, чтобы работать именно вот выбирать глухой фон этот, нижний фон, короче, заглубляться. И еще длина фрез заводских, во всяком случае, китайских, не китайских, именно хвостовика, сильно короткая. И с этим локатором она не позволяет глубоко заглубляться. То есть, если мне надо, например, 2 сантиметра или 1,5 заглубиться внутрь, то он уже этого не позволяет. Можно, конечно, делать самодельные фрезы. Но я смотрел на ютубе, один паренек делал фрезы из кровельного болта, из самореза. Вот. Но эту я уже чуть-чуть подзагубил. Сильно края тонкие сделал, мне их несколько сорвало. Но она до сих пор работает. И нравится мне вот такая фреза. Я там у него в комментариях читал, многие пишут, да насколько хватит самореза. Самореза хватает, поверьте, намного. И он садится ничуть не быстрее китайских фрез. Я не знаю, как работают нормальные дремелевские фрезы. У меня их в продаже, вернее, у нас в продаже их нет. А выписывать в интернет-магазинах, где они в 3-4 раза дороже, я не хочу. Смысла нет. Я лучше китайскими попользуюсь, подведу их, подточу. Китайский набор, пожалуйста, вот подвел тоненьким диском. И все, и получилась полноценная фреза, которая запросто режет. Она и заглубляется вниз, и она режет в бок. Просто китайские фрезы нужно чуть-чуть дорабатывать. И они начинают работать. Так, вот, теперь дальше, когда мне
стало мало этого рабочего пространства, я же еще раз повторю, что задумался над тем, как сделать. А потом думаю, может не стоит заморачиваться, а просто купить. Полез в интернет опять. Оказывается, есть приставка, да, на дремель, ну, на граверы. Вот. Посмотрел цену, в наших интернет-магазинах она стоит 2000. Но думаю, ладно, если она хорошо работает, еще можно разориться, хотя, в общем-то, это цена гравера целого. Можно разориться и купить, если она действительно поможет мне. Пролез на Алиэкспрессе, нет вообще такого ничего похожего, только у нас. Дремелевские, родные, наверное, как заводские. Ну, 2000 смущало. Пошел на YouTube, есть ролик про эту наставку. И там мужик один рассказывает, что, скажем так, говно полное, даже говно без скобочек, а полное говно. Он показал, как оно работает. Пластмассовая подошва прозрачная. Дальше. Отверстие под фрезу. Ну, наверное, вот как гайка с этого, с гравера. Вот такая вот. А дальше толстенная пластмасса, которая забивается стружкой здесь, опилками. Ну и вообще пластмасса прозрачная. Она понятно, что поцарапается и ничего. Короче, рабочую площадь вообще не видно, рабочую зону. Какой бы у вас там рисунок не был, у вас не получится ровно вести с ней. Там и перекосы, там и короче, все. Я решил, что надо делать самому. Вот. И родилась у меня вот такая штука. Вот она. Так. Тут с чего начать? Ладно, сейчас это выкручиваем. Вот так вот выкручиваем. Все это убирать нам не надо. Теперь вкручиваю сюда гравер. И сейчас буду показывать вам все плюсы такой конструкции. Все это собрано на резьбе. Единственная сварка. Пришлось на подошву прикручивать гайки. Приваривать. И то только потому, что тонкую подошву я взял. 2-миллиметровую жесть. Поэтому подошва тонкая, и резьбу в ней уже не нарежешь. Можно, конечно, взять 4 мм подошву, если металл. Нарезать в ней резьбу. Здесь также зашлифовать потом. Но я старался сделать, чтобы был как можно легче этот стол. Тяжелый он не нужен был. Вот, короче, получилось. Все нормально. Дальше штанги на 8. Нарезал резьбу на краях, вкрутил, они выкручиваются. Плясал я от гайки. Я думал, будет проблема найти гайку на 30. На 30, сейчас сразу сказал. Короче, думал, будет проблема найти гайку под резьбу. Оказалось, гайка на ключ под 30 полностью подходит, запросто все один в один сходится. Еще и закручивается вот плотно, как раз ровно по центру, по грани. То есть у вас стоит регулятор скорости перед глазами. Удобная штучка. Так, дальше. В гайке просверлил отверстие на 8. Ой, на 8, на 6, на 7. Короче, резьбу сделал на 8. 2 шпильки. По 3,5 сантиметра они у меня. Тут гайками законтрагаил. Взял широкие гайки. Также самая резьба на 8 здесь. Здесь на 6. С топора эти. Тут уже резьба на 6. Понятно, все это соединяется. Потом одевается на первую шпильку, приваривается шпилька. Потом вставляется вторая шпилька. Выставляется ровно, приваривается. И все, и получается у нас ходит туда-сюда. Все нормально. Тут и не надо тут никаких пружин. Как вот там в заводской приставке. Там пружины стоят, которую еще и хрен надавишь. Она там как на этом, как на фрезере пружина. Вот. Все у нас работает. Дальше. Теперь плюс по сравнению вот с этой хреновиной. Чтобы поменять фрезу, надо обязательно вот эту хрень всю выкручивать. Постоянно. То есть надо открутить здесь, вытащить. Мутата. При каждой смене фрезы нужно все разбирать. Здесь, пожалуйста, вам запросто. Хотите так фрезу меняете, хотите полностью опустили. Ну, как на фрезере. Запросто. Открутили, фрезу другую воткнули, поставили, все. Теперь преимущество. Еще одно. Фрезы с короткими ножками можно ставить. Так, я не знаю, как вам сейчас показать, чтобы видно было. Гайка. Так. Вот так. Смотрите, гайка вровень
край гайки стоит вровень со столом. То есть, если здесь привариваете гайки на 8, вот здесь вот, то получается по размеру оно как раз выходит, ну как вам сказать, короткие фрезы, короче, можно ставить, можно длинные. То есть, если у вас длинная фреза, самодельная, очень длинная, пожалуйста, выше задрали, закрепили, фрезеруем так. Короткая фреза, поставили вот так. Ну и понятно, что потом заглубляться. Прошли первый проход, потом заглубились ниже, 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 ниже. И оно вам позволит, сколько здесь вот, пожалуйста, где-то сантиметра 2 сейчас получается выглядывает фреза. На 2 сантиметра уже позволяет. Но я ее глубоко посадил сейчас. Ее можно еще выдвинуть. Вот. Такое. Дальше. Следующий есть какой плюс. Так, следующий или последний, не знаю. Смотрите, резьбовое соединение я сделал специально для того, чтобы можно было кое-чего тут ввести новое. Смотрите, что я могу теперь. Я могу вот так выставить фрезер. Вот так аж. О, уже даже фрезером его называю. Гравер я могу выставить вот так. И могу уже гравировать вот так вот. Какая еще приспособа позволяет так гравировать? Ну, вернее, фрезеровать. Это уже будет не гравировка, а фрезеровка. Все равно по дереву. Вот. Ну, в другую сторону наклонять смысла нет, потому что... А вот здесь у вас перед глазами вся работа будет. Ну, то есть видно охрененно. Удобно это. Вот. Ну, и тут угол меняете уже сами, как вам удобно. Можно и так сделать, в эту сторону. Без разницы. Но я рабочее окно специально сдвинул сюда, ближе, чтобы мне было удобно именно вот таким способом гравировать, фрезеровать. Вот. Так. Так. Как обычно, мыслей много. А как начинаешь записывать, мысли роятся и путаются. Что еще вам тут рассказать, показать? Короче, преимущество в том, что это все быстро снимается, позволяет снять быстро фрезу, под разным углом фрезеровать. Да, а вот еще что хотел рассказать. Чего боялся, у меня случилось, когда я варил эти гайки. Так, случился у меня сейчас форс-мажор. Я кино записал полностью, а у меня флешка кончилась на этом месте. Поэтому, так, продолжаем дальше. Закончил я над тем, что когда приварил гайки, ну, понятно, я этого ожидал, у меня повело подошву. Чуть-чуть спиралью стала она. Конечно, огорчился. Хотел, я знаю уже, что после, когда поведет металл, его потом уже выравнивай, не выравнивай, идеально ровным он не будет, каким был до этого. И сначала хотел сразу равнять, а потом думаю, нет, стоп, сначала вырежу этот квадрат, а потом уже, потому что, возможно, после выреза, то есть выровняю, квадрат вырежу, опять где-то покрутит. И поэтому, чтобы 2 раза одну и ту же работу не делать, решил сначала вырезать квадрат. И после того, как я вырезал квадрат, произошло чудо. Металл вернулся в свое исходное положение. Он стал ровным. Но я вам уже показывал на камере. Все, никакого лепестка. Не знаю, видно вам сейчас, не видно. Ну, короче, он ровный стал. То есть я здесь напряжение, получается, снял. И он принял свою форму. Что меня несказанно обрадовало. Так. Что-то я сбился теперь. Как он меняет угол, я вам показал. Так, что еще? Наверное, все тогда в этой приспособе. Видел я на ютубе, есть такие похожие приспособы и так далее, но там более геморройно это все делать. А здесь, мне кажется, ну как мне кажется, на мой взгляд, по моему труду, как это намного проще. Отрезать несколько кусков втулок, этих шпилек, просверлить несколько отверстий, нарезать резьбу, и все, и чуть-чуть сварки. Если нет сварки, я же говорю, вариант такой, что можно взять 4 и нарезать в ней резьбу на 8. Законтрагаяли, а с этой стороны шлифанули, если у вас вылезла там она шпилька чуть-чуть. Можно даже с той стороны слегка подзаклепать, а потом зашлифовать болгаркой. Вот. Ну, наверное, все.
Да, если у вас есть какие-то пожелания, претензии, пожалуйста, может у кого-то есть, скажем так, что-то возникнет доработать. Я, например, хочу доработать, да, еще в будущем хочу сделать параллельный упор. Тут тоже, по идее, вот только что я сразу не стал делать, потому что втулки здесь надо опять варить мне. А я этого делать не хочу. И вот подумать, как их прикрепить. У меня есть мощный паяльник, хороший газовый. У меня на канале есть ролик, как его сделать. С газовой горелки паяльник. Но попробовать припаять оловом, мне кажется, будет держать все равно. На железо, железо припаяется, если хорошо прогреть. Может быть, сделаю на олове. Ну, короче, что-нибудь придумаю, если он мне будет необходим, правда, это параллельный упор. Пока что я без него справляюсь, потому что, ну, этим я еще не работал, как я вам сказал. А вот этим по линии легко вести, линия получается ровная. Двумя руками крепко удерживаете. Да не крепко, я свободно беру, вот тот. И веду свободно, и он не убегает ни в сторону, его не рвет никуда. Главное сразу на всю длину фрезу не заглублять. Вот первый проход на пол фрезы вот этой вот. И спокойно идет легонько, без дыма. Ну понятно, что если дать полные обороты, будет дым с любой фрезы. То есть подобрали обороты и фрезеруем. Легко и непринужденно. Так, наверное, все. Да, оставляйте комментарии, пишите свои пожелания, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тем более сейчас зима, работы основной как таковой нет. Постараюсь что-нибудь еще придумать, выложить, помочь вам. Короче, вы же для этого, скорее всего, и приходите на YouTube, так же, как и я. Все, всем пока, счастливо, удачи.